Мадонна. Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма. Она всегда боролась за права женщин, призывала их быть независимыми, высказывать свое мнение и не бояться быть сексуальными. Но в течение многих лет активистки движения отказывали звезде в праве считаться феминисткой из-за слишком откровенных высказываний и дерзких образов. Так, Мадонна – феминистка или нет? Мне кажется, Мадонна, действительно, конечно, такая, вы говорите, все никак не получалось, тяжелая. Вот есть какая-то тяжелая энергия, не в плохом смысле слова, в хорошем, но женщина, она, конечно, огонь, и то, что она боролась, если посмотреть на ее историю, в общем-то, как мы смотрим на историю издалека всех наших героев, то я вижу, что она в первую очередь боролась за себя и за свои права, и за свою свободу. И так сильно она боролась, что заразила весь мир этой борьбой. Опять же, в таком позитивном, можно сказать, ключе заборолась. Она боролась за то, чего ей не хватало. Ей не хватало свободы, ей не хватало признания в семье, и ей не хватало всего того, что она сама себе по итогу дала. И то, что она росла в католической семье, то есть ограничения совершенно не состыкались с ее психотипом, с ее темпераментом, с ее характером, с ее сущностью вообще, с тем, с чем она пришла в этот мир. И поскольку в интервью некоторых звучит о том, что любимицей она тоже не была в семье, 7 детей, понятно, что она не первая и не последняя, то есть там где-то посерединке, и внимание уже все уходило. Понятно, ребенку, которому не хватает любви и внимания, это чем-то чревато, когда он вырастает внутри, в его внутреннем мире. И поэтому я больше склоняюсь к тому, что нет смысла, наверное, отвечать категорично как-то на этот вопрос, потому что ее история вот такая. И в каком-то смысле мы можем сказать «да», и в каком-то смысле мы можем сказать «нет». Тоже против такой категоричности в данном вопросе. И действительно, начало ее формирования из детства, из религиозной семьи. То есть мы понимаем, что вот эти религиозные установки, они вообще на женщину и на построение, на формирование ее проявлений сексуальности влияют просто колоссальным образом, наверное, одни из самых сильных. Плюс тот факт, что в возрасте 5 лет, на стадии такой активного формирования психотипа сексуальности, она остается без мамы, и у нее исчезает из наблюдения вообще формат взаимоотношений мужчина-женщина, то есть у нее появляется такое, фактически она идет самостоятельно по вот этому пути формирования собственной сексуальности. Плюс вот то, что она проявляет потом в течение фактически всего своего, так сказать, карьерного роста, пусть будет так, вот сопротивление такой гиперрелигиозности вот во всех ее, то есть видно, что действительно вот поддерживаю Елену в том, что она привыкла сопротивляться, привыкла к конкуренции, и в том числе вот ее феминизм в ее проявлении — это вот в первую очередь привычка к такому взаимодействию с миром в виде быть не такой, как все. Но ее сексуальность, она очень сильно отличается. У нее очень много андрогенного такого мужского типа. Вот ее картинки на сцене, где она изображает половой акт в виде все-таки в мужской роли, это как раз о том, что вот она ходит на грани феминизма и какой-то такой сексуальности очень андрогенной, ее индивидуальной. Для меня очень такое характеризующее событие, что такое феминизм, это первая таблетка контрацептив, которая была в 60-м году изобретена и допущена в производство уже массовое. И вот с позиции сексолога для меня феминизм — это право владеть своим телом и распоряжаться им исключительно самостоятельно. То, чего не было до, когда женщина была больше, как принадлежность мужа, для того, чтобы, по таким этологическим понятиям, чтобы он не кормил чужих младенцев, чужих детей не взращивал, не вкладывал в это свой ресурс. Поэтому женщину очень сильно ограничили, дабы не было никаких вопросов, и женщина принадлежала мужчине. И, соответственно, вот Мадонна — это тоже вот такой прорыв, как и таблетка в свое время, показать, что я могу распоряжаться своим телом так, как хочу,
И в том числе вот фактор с ее травмой сексуальной в виде изнасилования, да, вот он тоже подстегнул ее на чуть-чуть больше такое агрессивное проявление вот в контексте взаимодействия с мужчинами, наверное. Тот факт, что Мадонна росла без матери, мог повлиять на ее успех и как? То, что она росла без матери, это, в принципе, повлияло на ее жизнь и на успех, и на неуспех, на все внутренние процессы, переживания. И в этом смысле, то, о чем мы говорим, мы психологи говорим, о том, что есть посттравматический стресс, да, и есть посттравматический рост. И вот те условия, она росла с мачехой, да, вот ее отец женился на няне, грубо говоря. Их было 5, плюс еще 2 детей. Там недостаточность внимания, и опять же мы не говорим о какой-то там материальной, очень высокой составляющей жизни этой семьи. И вот то, что ее формировало, это как история про 2 близнецов, которые в одной семье выросли. Там папа был алкоголик, и один стал успешным предпринимателем, семья, дети, успешным человеком, а другой скатился, в общем-то, там, наркоманом стал и так далее. Когда им задают один и тот же вопрос, да, почему вот у вас вы вот в таких условиях росли, почему у вас вот такая жизнь, а у вас такая, и они дают один и тот же ответ. Ну так вы посмотрите, где я вырос. И вот эта история, это прям одна из моих любимых показательных таких историй. И вот я вижу связь с этим вопросом относительно Мадонны в том числе, что у нее было 2 пути на самом деле. Либо прогнуться под ту систему, в которой она была, либо противостоять ей. Ну, это такие 2 архетипические сильные энергии, 2 стороны одной медали, да, 2 полюса вот одной какой-то составляющей. Плюс еще давайте не будем забывать, что у нее даже имя с мамой совпадает. Да. Ее же назвали в честь мамы, да. То есть она в какой-то степени, в моем вот видении, да, она в том числе понесла вот какую-то такую проживание маминой роли дальше, да, и она ведь очень опекающий тип. Вот в фильме, который «В постели с Мадонной», там даже показано, да, что она знакома с мамами своих танцоров, знакома вот с семьями, с проблемами, она их опекает, она о них заботится. И вот эта вот ее история с, помните, как у нее, вот как она добивалась рождения первого ребенка, то есть у нее роль матери, мне кажется, находится в какой-то такой компенсаторике в связи вот с тем, что она многого не познала, да, и в то же время она очень грамотно не ушла в тотальное растворение, то есть ей очень страшно повторить стратегию мамы в семейном формате, да, и вот она балансирует на такой тонкой грани, где она вроде бы и проигрывает роль матери, и в то же время она очень свободна там в своей карьере и вообще в сексуальных отношениях. Человеку нужны правила. Без правил человек не может жить. Вот. И либо эти правила ставятся кем-то, либо человек начинает их сам для себя придумывать. За счет чего получается вот этот посттравматический рост? Это когда человек сам себе может придумать правила и на них опираться. Вот Мадонна это смогла. Она говорила о том, что вот в детстве она много думала, что мама же такая хорошая, да, и как же Бог маму забрал, потому что мама такая идеальная была. И говорит, я думала над этим, и потом я пришла к выводу, что мама точно хорошая, Бог точно хороший, значит, плохая я. Да? И это тоже такой, конечно, архетипический вывод, который делает ребенок в связи с ранней смертью или уходом родителей, что виноват он, плохой он. И дальше эта вина разворачивается тоже каким-то образом, да, либо заставляя человека бесконечно себя наказывать, либо заставляя человека бесконечно всем доказывать, что нет, я хорошая, я делаю очень много, или я там создаю что-то великое и так далее, да, то есть постоянно это. В браке с Шоном Пеном Мадонна терпела ужасные побои, издевательства, изнасилования. Почему успешная и сильная женщина терпит такое? Потому что, наверное, внутри любой успешной, сильной женщины есть травмированная маленькая девочка. И такая травма, опять же, почему мы говорим, что она нигде не позволяет быть слабой, она везде
везде в такой доминирующей, лидирующей позиции. Для нее это важно. Для нее это важно еще и в ключе ее психотипа, как ведущая такая мотивационная вещь. Но и это как вот с феминизмом ответить однозначно, почему она это терпела. У нее была какая-то своя причина, почему она это терпела, связанная с ее внутренней травмой. Отцовской, материнской. Ну, то есть это уже вот так как-то можно догадываться, а можно работать с человеком в терапии, понимать, почему вот именно она и именно это терпела. Есть внутри нее вот такая часть, которая слабая и которая не могла с этой ситуацией справиться. Это с одной стороны. С другой стороны, это же опять мы возвращаемся к чувствам стыда, вины. Мадонна на тот момент была уже очень популярна, и вот такие истории на весь мир — это признать, что я не сильная, получается, что нашелся кто-то, кто стал доминировать надо мной. Я не главная, я не управляю, я не решаю. Поэтому, наверное, тоже долго терпела, потому что эти чувства нужно быть готовой было выдержать на огромную публику, на миллионную уже на тот момент публику. И, наверное, поэтому это тоже одна из причин, почему это длилось так долго, а не обрубилось прямо на корню в самом начале. Помните, в фильме ей задают вопрос по поводу, по-моему, самой большой любви или самого болезненного события. Она говорит, что это Шон, что она его любила, и это было спустя уже приличное количество времени. И в моем вот видении вся эта история как раз очень хорошо отождествляется вот с предыдущим вопросом, да, недостатка внимания. Вы представьте, как он удовлетворял ее потребность в выборе мужчины, ее, да, вот то, чего она не могла добиться от папы, внимания такого тотального и выбора, это моя девочка, да. Вот, по-моему, Шон Пенн ей додал вот это вот все как раз вот в таком агрессивно-насильническом, по сути, да, формате, но зато это такая удовлетворение потребности, он ее так держал, да, он настолько ревновал вот ее там к успеху, ко всему, что мне кажется, здесь как раз вот немного такое извращенное удовлетворение вот этой вот потребности быть космически нужной какому-то мужчине, который не готов тебя делить ни с чем. Ну вот, как версия может быть. Мадонна снялась в короткометражном фильме, приуроченному 8 марта. В киноленте певица и актриса возглавляет женскую революцию. С каким архетипическим образом ассоциируется Мадонна? Я в ней вижу вообще архетип воина, так достаточно хорошо проявлено. И я думала в сторону двух архетипов, воина и любовницы, опираясь на ее вот эту такую сексуальную революцию, сексуальную энергию внутри нее, вокруг нее. И это какое-то странное чувство, я не знаю почему, то есть если архетип воина я произношу, и он не ложится вот на нее. У меня такое, какая-то состыковка внутренняя происходит. А когда я произношу слово «любовница», несмотря на то, что вот мы видим извне, он у меня внутри вообще на нее не ложится. Это очень странное какое-то мое, то ли мое отношение, то ли имеет это какую-то связь и вот с ее историей, с ней, но мне хочется сказать, что вот я вижу ее захваченную даже, да, этим архетипом воина, победителя. И слово «любовница» мне не хочется произносить вслух. Она любовника или любовница. Мне хочется сказать, что архетип любовника. Ну, кстати, я в эту сторону не думала. Это тоже там показано, как она с Антонио Бандерасом хотела познакомиться. Уже говорит, я хотела с ним познакомиться, а он там женат, давай кого-то другого там. То есть такое... Да. Кстати, да, если говорить про любовника, то тут сопротивление становится гораздо меньше. Ведь правда, она вот таким нахрапом пришел, увидел, победил. Ну, чисто ощущательский, чисто мужской такой животный инстинкт. Ну, то есть в ней много вот этого какого-то животного инстинктивного. Когда мы говорим о животном каком-то инстинкте, да, вот этой фрейдовской энергии и структуре, но в ней наравне с вот этим животным инстинктом есть
и мораль, и вот это, и спасение ее, и понимание, и эмпатия, ну, какой-то особенный любовник, то есть вот он не такой, ну, вот он и подходит вроде бы в общем под архетип и описание, и под энергию полностью подходит, но под проявление это ну, вот что-то как-то по-своему, ну, в общем-то, то, что она сделала, да, и с тем, что она сделала. В ключе первого вопроса я вспоминала книгу «Перелом», она немножко про другое, ну, то есть она стала вот этим переломным моментом вообще в шоу-бизнесе, в том, как сейчас, каким мы сейчас видим шоу-бизнес, и американский, и отечественный, и наш современный уже. Вот. То есть она этот тренд запустила, она его сделала. Вот она его сделала таким в тот момент, там и тогда, каким мы его видим сейчас. Какой тип у Мадонны по типологии Юнга? Мы на прошлой встрече говорили про Дональда Трампа, экстравертного ощущателя, с поддерживающим интровертным чувством, поддерживающим. А Мадонна, ну вот есть вот это в плане захватничества, в плане желания завоевать, доминировать, вот есть эта общая черта, общая мотивация у экстравертных ощущателей. У Мадонны ведущая функция экстравертное ощущение, но поддерживающее интровертное мышление. И в этом смысле мы видим, насколько это два разных образа. Вроде бы одна ведущая функция, одни мотивы, одни там такие какие-то ценности, да, похожие, связанные с покорением нового пространства, вообще с покорением, в принципе, мира. И насколько поддерживающая функция ну, вот такую картину внутреннюю и внешнюю меняет. И вот Мадонна и умная, и грамотная, и красивая, и, ну, то есть это вот все такие самые сильные слова, определения, которые могут описать то, что она делает, а ее типологическая карта личности, то, как мы это называем профессионально на курсе, она звучит как экстравертное ощущение, ведущая функция, и на втором месте поддерживающая экстравертное ощущение. Причем ей новизна же настолько важна, что, помните, у нее был, ну, это тоже из фильма, вот то, что ну, немножко так зацепило. У нее был концерт в Торонто, где к ней пришла полиция, да, и ей сказали, что если ты будешь там, касаться себя в определенных местах, мы тебя арестуем прямо. То есть даже эти вещи не ограничивают ее в проявлении, да, вот это ее потребности быть на пике новизны и двигать все это. Женщина-скандал. Сценический образ или стиль жизни Мадонны? В принципе, ну как женщина-скандал, если брать в формате вот этого вызова, который она всем дает, то да, так, ну как-то, ну в этом смысле скандал, да, так просто для меня слово скандал, я смотрела ее интервью, и Мадонна не совсем стыкуется, потому что она достаточно уравновешенная такая вот, ну, вызовы, да, провокация, да. А относительно того, насколько это все в жизни и на сцене сочетается, вернее, вот, ну, насколько это компонуется, насколько она такая есть, сама по себе, ну, наверное, если бы в ней этого не было, то ну, и на сцене бы этого не было. То есть это ее такая сердцевина. Конечно же, у нее есть сценический образ, естественно, но он идет, она же сама себя сделала, росла ступенька за ступенькой, и она сама всегда выбирала, что и как будет, и как она хочет видеть там себя на сцене, свою роль на сцене. И так как это ее выбор, исходящий из ее сердцевины, ее сущности, личности, то мы можем говорить о том, что отличий в жизни и в этом образе очень сильных нет. Мне кажется, это еще про такой очень мощный интеллект. Она просто, знаете, как секс продает, скандал продает. Она крутой бизнесмен. Она как раз, мне кажется, очень холодна в своих расчетах и очень четко понимает, что работает. И плюс к этому добавляется позволение себе быть в любых неприемлемых для кого-либо ролях. Да? Соответственно, пожалуйста, никаких ограничений, почему не пользоваться этим инструментом. Да, про интеллект соглашусь, прям вот очень-очень влучно. В точку. И действительно, ну, опять же, мышление на втором месте, поддерживающая функция, она, ну, даже там, читая интервью, наблюдая, она действительно очень холодна в расчетах. То есть там никаких соплей, там выживания нет.
там вот я хочу так, я четко знаю, как я хочу, и мы идем вот по такой дороге и никак иначе. И это тоже ну, такой, то, что поддерживает ее успех, ну, вообще создало ее успех, в общем-то, изначально. Но каждое ее как будто бы вот это проявление сексуальности, оно содержит ну, секс в чистом виде, оно про что-то. Каждый ее клип, каждая ее песня, каждое ее взрывное вот это на показ сексуальная энергия, она не про секс в чистом виде. Потому что если бы это было просто про секс, это бы не захватывало. Ну, архетип, он же захватывает тотально, и вот оно бы не захватывало так. А там в этом всем есть ее личный смысл. Ну, не для того, чтобы показать, что вот он, вот, есть секс, и об этом там не стыдно говорить. Это про нечто большее. Она даже сказала фразу, что я хочу своими вот действиями освобождать в людях Да. пружинку, освобождать их эмоцию, их энергию. То есть вот как Да. раз Отец Мадонны хотел, чтобы она стала юристом. Возможно ли такое, что ее ошеломляющий успех – это протест отцу? Для меня это больше ее история не про то, чтобы доказать отцу что-то, а я ближе все-таки вот к продолжению этой идеи про продолжить путь матери и то есть ну как бы это больше про даже не про доказать, мне кажется, она во-первых, она доказывает ну, вообще не доказывает, мне кажется, она просто вот это ее такая сущность, она ну вот она так живет, это ее внутреннее содержание, что ну, она хочет, она может, она получает. Но вот эта история с танцами, ее мама танцевала и хотела очень вот, продолжать заниматься таким творчеством. И она как вот продолжила эту историю, незакрытую ее мамы. Мама была категорически против абортов, и Мадонна, ну, ни при каких условиях, то есть она в этих клипах, да, когда там были какие-то обсуждения, что непонятно против чего она выступает, и ее комментарии, то есть она категорически против абортов, ну, какая бы ни была история и ситуация. Она никогда за это выступать не станет. И поэтому ее, ну, вот такая карьера, ее проявление себя, мне кажется, это не про доказательство того, что она может, а про доказательство, наверное, того, что так можно. Потому что в семье так не, ну, в католической семье, глубоко религиозной, так нельзя, и в обществе таком так нельзя. А она доказывает, что так можно, и она доказывает это, ну, наверное, вот этому Богу, да, который отец, ну вот равно отец, что можно и так. но для нее было очень важно его подтверждение, что вот она успешна. Знание. Казалось бы, уже. И мне кажется, это как раз про ну, некую такую подсознательную благодарность. Он ей дал очень много стабильности, вопреки вот этим всем историям, да. Он же, в принципе, там достаточно успешный. То есть они не были бедными, они были таким надежным средним классом, да, и такое количество детей, и вот эта вот семейственность такая, она внутренне очень стабильна, вопреки всем ее там истероидным периодическим там выходкам, да, но она внутренне действительно стабильна, иначе бы она не прошла все эти истории, там, да, и с тем же Шоном Пеном, и вообще вот вся ее вот эта история становления, там, Бургер Кинг и все остальное, то есть реально ну нет, значит дальше, нет, значит дальше. И это отдается, в принципе, вот этой вот такой ощущательной да, функцией того, что у меня есть защита в виде ну, отцовской фигуры. Мне кажется, это как раз для нее очень большая такая платформа для ее реализации. Абсолютно согласна про стабильность, что она стабильна внутренне. И это про отца, да. А с другой стороны, есть вот этот протест, есть отец, который меня не услышал, и как будто бы все вот, ну, много, по крайней мере, большая часть его творчества — это попытка, чтобы отец услышал. Что именно, чтобы он услышал? Но тут тоже, да, вот я не так глубоко с ее творчеством знакома, но интересно, да, вот эти ее религиозные темы, как будто бы, да, чтобы Бог услышал какую-то ее или о чем это, да, ну тут интересно тоже глубже разобраться, но какая-то вот такая есть, да, есть такой конфликт внутри, который, в общем-то, и в каком-то смысле стал источником ее творчества.
вот и всего того, что из этого выросло. Каждый вечер, перед выступлением, перед тем, как выйти на сцену, я молюсь. И молюсь не только о том, чтобы шоу удалось, но и о том, чтобы зрители открыли мне свои сердца и восприняли мое представление как праздник любви и добра.